Вчерашний вечер в мире турецкого шоу-бизнеса снова потряс поклонников, и не без участия одного из самых загадочных актеров страны Энина Акурик. В интервью, которое он дал близкому окружению, а затем и в приватной беседе с журналистами, всплыла фраза, ставшая сегодня чуть ли не главным предметом обсуждения в соцсетях: «Афро не является незаменимой». Эти слова, произнесенные с видимой усталостью, но при этом с холодной уверенностью, тут же были восприняты как прямое обращение к Афре Сарычоглу, с которой актера связывали многочисленные слухи о романтической симпатии. Друзья, если вы следите за этим скандалом и хотите быть в курсе всех горячих подробностей турецкого шоу-бизнеса, не забудьте подписаться, поставить лайк и оставить комментарий о том, на чьей вы стороне, Энина или Афры. Ваша реакция помогает нам узнавать, что именно интересует вас больше всего, а это значит, что следующих эксклюзивов будет еще больше. По словам источников, приближенных к актеру, фраза Энина не была случайной. Она прозвучала в ответ на вопрос о том, что он чувствует после того, как стало известно, что Афра все чаще проводит время в компании других мужчин, в том числе и коллег по цеху. Недавно в сети появлялись фотографии, где она на вечерних ужинах с разными знакомыми из индустрии, и это явно не осталось без внимания актера. Один из друзей Энина уверяет, что он уже несколько недель ходит с отчужденным выражением лица и старается избегать мест, где может встретить Афру. В кулуарах турецкого шоу-бизнеса заговорили, что его слова — это не просто эмоциональная реакция, а осознанная попытка поставить точку в истории, которую так настойчиво пытались возродить поклонники и журналисты. Ведь для многих пара Энин-Афра была одной из самых желанных, а слухи о том, что они все-таки пробовали встречаться, еще больше подогревали интерес. При этом те, кто знает актера лично, отмечают, что он не склонен к резким публичным заявлениям, особенно о личной жизни. Поэтому то, что он позволил себе такое высказывание, выглядит как своего рода окончательное решение дистанцироваться. Более того, некоторые утверждают, что за этой фразой скрывается целая история обид, разочарований и несбывшихся ожиданий. Не стоит забывать и о том, что в последние месяцы Афра Сарычоглу оказалась в центре множества сплетен. Сначала это были обсуждения ее возможного воссоединения с Мёртом Языджи-Оглу, затем слухи о слишком тесном общении с Мёртом Рамазаном Демиром на съемочной площадке. Эти переключения внимания актрисы, как говорят инсайдеры, окончательно убедили Энина, что ждать от нее определенности бессмысленно. Журналисты, работающие с актером на разных проектах, заметили, что в последние недели он полностью ушел в работу. На съемках он серьезен, максимально сосредоточен на роли и отказывается обсуждать любые личные темы. Но при этом в приватных разговорах с близкими людьми позволяет себе язвительные комментарии о том, как легко люди меняются, когда оказываются в центре внимания. Любопытно, что после этих слов в соцсетях моментально появились два лагеря. Одни поддерживают Энина, утверждая, что он имеет полное право защищать себя от токсичных отношений и не цепляться за прошлое. Другие же считают, что такие фразы в адрес Афры — это ненужная публичная колкость, особенно если между ними действительно что-то было. Афра, в свою очередь, пока никак не прокомментировала ситуацию. Ее последняя публикация в Инстаграм связана с работой и рекламными контрактами и выглядит так, будто она сознательно игнорирует любые упоминания о словах Энина. Однако внимательные подписчики заметили, что в ее сторис недавно появилась цитата о том, что «никто никому ничего не должен», что многие восприняли как завуалированный ответ. Знающие люди утверждают, что подобные словесные перепалки — это лишь вершина айсберга. Внутри индустрии давно ходят слухи о давнем соперничестве и личных недопониманиях между двумя артистами, которое то затухает, то вспыхивает с новой силой. Возможно, именно эта нестабильность и стала причиной того, что Энин сегодня позволяет себе столь категоричные формулировки. И все же, несмотря на холод в словах, трудно не заметить, что за ними скрывается доля эмоций. Может быть, это горечь от утраченной симпатии, а может, попытка убедить себя, что он действительно больше ничего не чувствует. Как бы там ни было, в турецкой прессе уже активно обсуждают, станет ли эта фраза точкой невозврата или же мы еще увидим их вместе, пусть даже на одной съемочной площадке. Поклонники продолжают спорить, искать скрытые намеки и анализировать каждое новое появление обоих в публичном пространстве.
А сама история, похоже, далека от завершения, ведь в шоу-бизнесе Турции ни одно громкое слово не остается без последствий.